Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание ведьмам, поговорим о признаках ведьмы, на что вам стоит обязательно обращать внимание, а также поговорим о том, что обязательно нужно носить с собой, чтобы любая ведьма была бессильна, находясь возле вас. Друзья, очень важная, ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас в комментариях к этому видео напишите: «Я принимаю все мыслимые и немыслимые блага». Истинно да будет так. Именно эти слова сегодня помогут вам заиметь именно то, или вы сможете стать на тот путь для того, чтобы это появилось в вашей жизни. Обращаем ваше внимание, что у каждого это будет свое. Никогда не смотрите на других людей, ищите именно свое. Ну а мы с вами, друзья, начинаем. Ведьмы, вы знаете, это не персонажи из фильмов, как многие думают. Они реальные и находятся среди нас, возможно, даже ближе, чем вы могли бы подумать. Это может быть как ваша соседка, сотрудница, так и даже близкая подруга. Помните о том, что все ведьмы делятся на две категории. Те, которые не желают нам зла и которые мирно с нами контактируют, ну и те, которым нужны наши положительные энергии, так как за их счет они становятся сильнее. Второй вид женщин-ведьм опасен, так как, не подозревая и продолжая общаться с таким человеком, можно потерять не только свои положительные энергии, но и все хорошее, что есть в вашей жизни, что радует вас, и можно лишиться как спокойствия и сна, так работы и даже семьи. Находясь также в вашем окружении, они могут наводить порчу, притягивать различный сильный негатив, который будет менять вашу жизнь не в лучшую сторону. Вам перестанет вести, начнутся денежные проблемы, поэтому нужно быть очень внимательными по отношению к людям, которые вас окружают. Осторожно относитесь к новым знакомым и к тем, кто проявляет к вам повышенное внимание, так как это следствие того, что у вас очень сильное энергетическое поле, и оно способно подпитывать женщину-ведьму. И она старается как можно больше времени проводить возле вас, чтобы использовать энергии, которые вас окружают, для своих целей. Многие думают, что женщину-ведьму легко отличить от окружающих, что она должна быть старой и вызывать только ужас. Но поймите, это не так. Эти женщины действительно отличаются, если к ним присмотреться, но только по таким признакам. Внешний вид таких женщин всегда запоминающийся. Увидев ее, она всегда оставляет о себе впечатление. Забыть такую женщину практически невозможно. Она надолго остается в памяти, и когда даже непроизвольно вспоминается о ней, то по коже идет дрожь, как и у женщин, так и у мужчин. Такие женщины часто имеют очень яркую внешность, выразительные глаза, глядя в которые кажется, что они смотрят вглубь вашей души, и сразу хочется спрятаться от их взгляда, отвести свой в сторону и в дальнейшем избегать встречи с их глазами. Очень часто цвет их глаз зеленый или темно-карий. Бывает и противоположное, что у женщины-ведьмы есть видимый какой-то изъян, родимое пятно, которое невозможно не заметить, родинки или бородавки. У всех женщин-ведьм есть метки, только у одних они спрятаны под одеждой, а у других находятся в местах, которые спрятать не получается. Такие ведьмы считаются более энергетически сильными. Если такая женщина прихрамывает, это указывает на то, что ее энергетическое поле требует постоянной подпитки. Часто можно заметить, что после общения с определенным человеком ощущается слабость, портится настроение, ощущается усталость. Все происходит это из-за того, что ваше биополе ослабло, так как у вас отобрали энергии. Если в вашем окружении есть такой человек, уменьшите количество общения с ним до минимума. Но если такой возможности нет, то
выставьте обязательно для себя защиту. Для этого возьмите булавку, наберите стакан проточной воды, киньте в него 3 щепоточки соли, перемешайте по часовой стрелке и опустите туда булавку. Затем зажгите свечу и капните в эту воду 3 капельки воска, образуя треугольник. Далее поставьте стакан на подоконник, пусть он простоит так целые сутки, а на следующий день возьмите булавку, насыпьте на нее корицы и дайте ей высохнуть. Когда будете надевать, проговорите обязательно такие слова: оберег одеваю, защиту выставляю, меня от внимания ведьмы защити, все негативные посылы отведи, мои положительные энергии отобрать не разреши, а вот негатив отдели и забрать его разреши. Это не только очень сильная защита, но это поможет вам в данной ситуации избавляться от негативных энергий, так как ведьма в этот момент будет вместо положительных собирать только негативные. И через время она перестанет с вами общаться и начнет вас избегать, так как ей будет очень некомфортно после общения с вами. Они часто имеют рыжие или черные волосы. Бывают короткие, но чаще длинные. Среднюю длину волос они не носят. Волосы свои никогда не разрешают никому трогать, даже мужчинам, а поход к парикмахеру у таких женщин сопровождается перед этим особым защитным ритуалом. Поэтому очень часто они сами стригут свои волосы или вовсе не делают этого. Когда много людей находится в их окружении, они собирают волосы либо в хвост, либо в косу, так как волосы для них имеют достаточно сильную энергетику и часто подбирают ненужные для них энергии и информацию, что приносит им некоторые неудобства. Поэтому, чтобы этого не происходило, они таким образом обеспечивают себе безопасность. Также они никогда никому не дадут свою расческу и очень сильно возмутятся, даже если вы просто прикоснетесь к ней. Всегда собирают все волосы после того, как причешутся, так как знают, кто они и что с помощью волос можно их ослабить и даже принести вред. Женщины-ведьмы очень часто ополаскивают волосы различными отварами трав, так как это дает волосам энергетический обмен, наполняет их нужными энергиями и открывает каналы для поступления различных других энергий. Женщины-ведьмы часто вызывают страх, нельзя поддаваться этому чувству, так как вы установите с ней непрерывную связь, и она будет использовать вашу энергию уже в своих интересах. Начните противостоять этому. Изначально это будет непросто, но соберитесь, вы сможете обязательно с этим справиться. Также есть категория женщин-ведьм, которые настолько располагают к себе, что вам постоянно хочется им что-то рассказать. Делая это, они используют ваши слабые стороны. Вы начинаете злиться или огорчаться, и ваше биополе ослабевает, и вы подвергаетесь в этот момент их влиянию. Они могут также использовать вас в своих целях, настраивать вас против окружающих и втягивать в различные конфликты и неприятные ситуации. Поэтому научитесь, чтобы потом не жалеть, жить по принципу: чем меньше окружающие о вас знают, тем удачнее и спокойнее будет складываться и сама ваша жизнь. Такие женщины всегда следят за тем, какие слова они говорят, так как они знают, что слова несут в себе сильную энергетику, и с их помощью можно как помочь, так и навредить и не только окружающим, но и себе. Они никогда не будут говорить гадости, им это не нужно. Они мысленно могут подавить вас, и вы не сможете сопротивляться. Женщины-ведьмы знают, что их слова способны сбываться, поэтому обдумывают все и взвешивают, что произнести, чтобы, сделав опрометчивый поступок, потом не жалеть об этом. Женщины-ведьмы любят яркую одежду. Этим, обращая на себя внимание, они вызывают различные эмоции, а когда люди их испытывают, подпитывают свою энергетику. Никогда такие женщины не будут носить одежду из синтетических тканей. Их гардероб состоит только из натуральных. Одежды может быть немного, но обычно она дорогая, потому что они любят быть на высоте и ловить на себе восторженные взгляды. Женщины-ведьмы носят всегда много украшений. Часто это могут быть амулеты со знаками, значения которых вы никогда не сможете узнать. Любят украшения, особенно браслеты из натуральных камней, обычно всегда по несколько штук одновременно. Они дают им силу и увеличивают определенные способности каждой такой женщины индивидуально. На таких женщинах вы никогда не увидите сочетание вместе золота и серебра.
Когда женщины-ведьмы попадают в неприятную или затруднительную ситуацию, их поведение всегда отличается от поведения обычных женщин. Они никогда не паникуют, они всегда знают, как правильно поступить, и чтобы им это не стоило, двигаются к поставленным целям. Часто женщины-ведьмы лидеры, потому что они сильные духом. Такие женщины также способны обойти многие жизненные ситуации, так как видят будущее, и интуиция у них необычайно развита. Они стараются скрывать эти способности, но не всегда, правда, это получается. Поэтому, если вы кого-то заподозрили, понаблюдайте и все увидите сами. Такие женщины, если они ваши коллеги, сотрудницы, всегда знают, в каком настроении пришел начальник, что помогает им избежать ряда неприятностей. Поэтому и вы также можете использовать это в своих интересах. Многие из ведьм обладают силой слова. Они способны вести прибыльный бизнес и заключать самые выгодные сделки. Хорошо, когда в вашем подчинении будет такая сотрудница. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Женщины-ведьмы любят животных, у них дома обычно их несколько. В основном это коты. Ведьмы уже более высокой категории по статусу заводят черного кота, который становится их талисманом. Они, конечно же, не забывают и подкармливать уличных животных, стараются улучшить их жизнь, забирают с улицы и пристраивают в семьи. Они не боятся змей, пауков, наоборот, восхищаются ними и могут даже держать в доме как любимца. Уличные собаки при виде такой женщины виляют хвостом и стараются сделать так, чтобы она погладила. Следующим признаком, указывающим на женщину-ведьму, является ее знание в области трав. Они знают, какая и от чего способна помочь. Любят травяные чаи. Благодаря чаям они восстанавливают свое энергетическое поле, делают его сильнее и притягивают нужные на данном жизненном этапе энергии. Часто такие женщины берутся помогать окружающим и избавлять от различных проблем. Также такие женщины знают, когда травы собирать, в какое время, а также как и что каждая трава влияет на тот или иной орган или даже на энергетику человека. Поэтому, если вы знаете, что в вашем окружении есть люди, которые увлекаются травами, научитесь, узнайте, пусть они поделятся с вами информацией, потому что травы – это наше все. Но опять же, вы должны понимать, что не любая трава может вам помочь. Та же самая ромашка, ее нужно в правильное время собирать и правильно ее высушивать. Это нужно понимать. Поэтому вот если в вашем окружении есть такая женщина, постарайтесь по максимуму все узнать. А также ведьму возможно вычислить еще и по дате рождения. Обычно они рождаются в нумерологически сильные числа, и чем сильнее число, тем больше силы имеет женщина-ведьма. Многое у них зависит, конечно же, и от знаков зодиака. Так, например, огненные знаки в большей мере способны предсказывать будущее, предвидеть неприятности, умеют взаимодействовать с силами природы, особенно с огнем. Любят птиц, и в доме присутствуют статуэтки и обереги, особенно совы. Земные знаки имеют сильную интуицию, любят помогать людям, способны мысленно влиять на человека. Черпают свои силы они от природы, поэтому они, как правило, очень много гуляют. А воздушные знаки видят сны, которые сбываются, любят все неизведанное, также стараются помогать людям, и они наполнены добротой и взаимопониманием. Любят животных, свои силы возобновляют от потоков воздуха. Женщины-ведьмы этой категории очень свободолюбивы и никогда не позволят собой командовать. Водные знаки зодиака чаще всего обладают способностью отбирать нужные им энергии и подпитываться за счет чужой энергетики. Больше всего недоброжелательных ведьм, к сожалению, относятся к водным знакам зодиака. Часто стараются поселиться недалеко от различных водоемов, и так как они свои силы берут от воды. Заводят, как правило, оберег в виде рыбок. Но не стоит бояться ведьм. Не все из них плохие, многие, если это ваши близкие люди, они способны помогать вам в трудные моменты, восстанавливать ваше энергетическое поле, подпитывать вас, а вы об этом, возможно, даже и знать не будете. И они ваш энергетический оберег, поэтому если такая женщина любит вас, ценит, уважает, считайте, что вам очень сильно повезло. Большая часть женщин
женщин-ведьм не будет вредить людям, если их не трогать и не пытаться им навредить. Поэтому сами старайтесь хорошо относиться к людям в вашем окружении. И не стоит тогда ни о чем будет переживать. Ведь мы с вами притягиваем и окружаем себя только тем, что мы заслуживаем. Не стоит бояться ведьм, потому что когда вы их энергетически боитесь, то есть вы боитесь определенную категорию людей, бывает такая ситуация, что вы не осознаете, но вы боитесь этого человека. И это ваша интуиция подсказывает вам на энергетическом уровне, что это ведьма, но вы, не имея тех знаний, опыта, и, соответственно, ее боитесь. Таким образом, вы ей неосознанно отправляете потоки энергии, и такая женщина может взять, как говорится, шефство в плохом смысле слова над вами. Поэтому будьте все-таки внимательны, будьте осторожны, доверяйте себе, своему сердцу и не ленитесь узнавать, познавать этот мир, потому что вы должны понимать и то, что наш мир, он уникален, он интересен, и все зависит, конечно же, от нас с вами. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Друзья, у нас очень много важной, полезной, нужной и интересной для вас информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.